Привет, друзья! Пожалуй, у меня были почти все хитовые микрофоны бренда Fifine. Начиная с одной из простых моделей K669, он до сих пор отлично продается, есть обзор у меня на канале. Далее перешел на модель поинтереснее, с подсветкой, с более глубоким качественным звуком. Ссылка на обзор справа наверху, посмотрите после этого обзора обязательно. Он интересный. Каждым из них я успел вдоволь попользоваться и менял исключительно потому, что вышла новая модель. K669 был прекрасен, но сделали сменный кабель и приятную ламповую подсветку. И вот пришло время новинки. Лучшего творения на данный момент от Fifine, модель K688. О нем сегодня подробно и поговорим. Подписывайтесь на канал. Поехали! Приходит микрофон хорошо упакованным, повредить его сложно, хоть наша почта, похоже, и старалась. Вы только поглядите на коробку с внешней стороны. Передаю отдельный привет Почте России. Сама коробка выполнена в черных тонах, стильная, все основные характеристики на ней расписаны. Внутри нас встречает инструкция, сам микрофон, длинный кабель USB Type-C и переходник. Из коробки микрофон идет без подставки, рассчитано на то, что или подставка есть, или докупаете отдельно подставку, либо подвес, который для данной модели будет более актуальным. Все элементы микрофона у Fifine всегда в основном, как и в этот раз, выполнены исключительно из металла, что сразу внушает уважение. Сам микрофон по-особому красив. Верхняя часть прикрыта прослойкой из поролона, дабы сразу отсекать клиппинг на всяких П, Т и С. Причем головка здесь на глаз стандартной величины, отчего все сторонние ветрозащиты, думаю, будут подходить без проблем. Функциональные элементы разместили снизу микрофона. Там находятся два регулятора, чувствительность микрофона и громкость звука в наушниках. А сбоку кнопка отключения звука Mute и соответствующий ей приятный индикатор. Если лампочка горит зеленым, то аппарат работает, если красным – выключен. Удобно, практично, наглядно. Светодиод не яркий, не раздражает и не слепит в темноте. Также снизу находится порт Type-C, кабель в комплекте положили отличный как по качеству, так и по длине. Также в микрофоне есть XLR вход, то есть этот микрофон можно считать уже полупрофессиональным. Используйте внешнюю звуковую карту и будет вам счастье. В ближайшее время постараюсь снять обзор сравнения всех моих микрофонов от Fifine. Думаю, ролик будет очень интересным и полезным. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить данный тест. macOS, как и Windows, определит девайс автоматически. Максимальное качество записи здесь 16 бит 48 кГц. Интересно тут то, что выход на наушники позволяет слушать звук с ПК, как на обычной звуковой карте. Только в него еще подмешивается необработанный сигнал с микрофона. В случае музыкальной подкладки, либо во время стрима получается удобно. Будем тестировать. Для использования я рекомендую выставить громкость микрофона в системе на 85%, а регулятор чувствительности где-то на 30%. Тогда уровень записи будет составлять минус 8 дБ в пиках, что отлично, например, для прямых трансляций. В случае же записи крутите регулятор, пока не добьетесь минус 12 дБ. Это общепринятый стандарт. После обработки сравняйте все нормализацией. Микрофон лучше всего разместить горизонтально или под углом 45 градусов от себя и говорить вверх микрофона. Поскольку направленность у него кардиоидная, аппарат улавливает звуки спереди, справа и слева. Хуже всего он пишет то, что находится сзади. Собственные шумы у девайса минимальные, при этом голос записывается довольно четко, чисто и прозрачно. Мне очень понравилась его насыщенность, богатство всевозможными мелкими нюансами и оттенками тембра. Прямо реально круто для полупрофессиональной записи вокала, инструментов, ну или для стримов, подкастов и озвучки чего-либо. Просто отличный микрофон. Какой-то особой обработки, на мой взгляд, микрофон даже не требует. Можно убрать резонансы комнаты, по вкусу можно добавить компрессию, лимитирование или какой-нибудь красящий эквалайзер. Но это больше для теплоты, для ламповости звучания. А так пишет микрофон отлично. Пример записи голоса прикладываю, да вы и сами слышали его на протяжении всего ролика. Для моих нужд микрофон более чем подходит, и я планирую использовать его дальше на стримах, при записи закадрового голоса, в новостных роликах и так далее. Мне нравится.
вполне могу рекомендовать к покупке. А чтобы не пропустить и услышать в дальнейшем его в работе, рекомендую подписаться на канал и поставить лайк, если ролик был интересным и полезным. Ссылка на микрофон, где я покупал на AliExpress, как всегда, в описании к ролику. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных обзоров и новостей. Пока-пока.